Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу роскошную сумочку из атласной ленты. Такими лентами перевязывают подарки. И сумочка тоже будет очень нарядная и праздничная. Украсит любой образ и придаст настроение. Мне потребуется лента. У меня толщина ленты 4 сантиметра. В моей намотке 23 метра. Крючки использовать буду крючок номер 7. Также потребуются маркеры. Приготовила ножницы и сантиметровую ленту. Даже если у вас материал другой толщины, я буду озвучивать рядность, количество петель и размеры моей заготовки в сантиметрах, чтобы вы легко пересчитали на свой материал. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, давайте скорее приступим к работе. Предварительно я опалила край ленты для того, чтобы он не цеплялся и не распускался. Набрасываю ленту на крючок, так чтобы короткий край оказался перед работой. И подхватываю рабочую нить. Лента имеет две стороны: лицевая глянцевая и изнаночная матовая. Вяжу так, чтобы преимущественно лицевая часть ленты оказывалась на лице вязания. Набираю 9 воздушных петель. На этом этапе длина цепочки из воздушных петель около 12 сантиметров. Сейчас я буду вязать первый ряд, переворачиваю цепочку из воздушных петель, буду вставлять крючок в заднюю перемычку. Первую перемычку пропускаю, в следующую вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Вяжу достаточно свободно. Следующая точка и еще один столбик. Так, из 9 набранных петель у меня получится 8 столбиков до конца этого ряда. В последнюю 8-ю точку вставляю крючок и в нее провязываю сразу 3 столбика без накида, для того, чтобы повернуть на другую сторону. Вязание будет по кругу. Распускаю узелок для того, чтобы плотно потянуть нить, чтобы не было отверстия. Хорошенько подтягиваю и впускаю его, ввязывая в полотно. На противоположной стороне вставляю крючок в ту же точку, в которую был провязан столбик прямого ряда. Здесь получается за обе дужки кромочной косы. Ввязываю край, подхватываю нить и провязываю столбик без накида. Готово. Далее точка за точкой двигаюсь к началу ряда. Здесь в конце ряда я провязала столбик, который соответствует первому столбику противоположного ряда. И в эту же точку провязываю еще 2 столбика для того, чтобы повернуть на спиральное вязание. Первый и второй. В эту же точку вставляю маркер. Это начало окончания каждого ряда. Мне потребуется ориентироваться, когда я уже буду заканчивать вязание глубины изделия. Теперь продолжаю вязать, подхватывая обе дужки кромочной косы. Здесь так. Край еще ввязываю в полотно, он у меня достаточно длинный. И провязываю столбик без накида. Далее следующая точка и снова столбик без накида. Сейчас вяжу до первого поворота второго ряда. Здесь на первом повороте второго ряда делаю одно добавление на вершине. В точку вершины провязываю сразу 2 столбика. Первый и второй. Так края изделия будут аккуратными и плавными, не будет ярко выраженного дна. Далее продолжаю вязать до второго поворота. На втором повороте тоже необходимо будет сделать одно добавление.
И здесь на вершине провязывается последняя добавка. В одну точку первый столбик и второй столбик. Если просчитать столбики в круг, у меня получается 21 петля. Больше количество петель меняться не будет. Я вяжу по спирали, возвращаю маркер. По спирали ряд за рядом без соединения рядов на необходимую глубину изделия. У меня закончилась первая бобина ленты. Оставляю небольшой запас, он вяжется в полотно. И вяжу следующий столбик уже с помощью новой бобины. Готово. Теперь еще раз хорошенько подтягиваю и направляю край начала и край окончания ленты в полотно. Подхватываю и закрепляю. Так далее продолжаю на необходимую глубину. Сейчас у меня провязано 14 рядов от цепочки из воздушных петель. Я ориентируюсь на маркер. В этой точке у меня заканчивается ряд. На этом этапе глубина около 18 сантиметров, ширина 13-14 сантиметров. Я перехожу на обвязку края в боковой точке, где по основанию у меня закреплен маркер. Последний столбик. Далее за обе дужки кромочной косы провязываю соединительные по кругу, чтобы оформить край изделия. Не затягиваю обвязку, чтобы сумочка не приобрела стянутый вид. Здесь заканчивается обвязка, последний стежок. И далее я формирую цепочку из воздушных петель, которая послужит ручкой. Здесь на ваше усмотрение длина может быть любой, покороче, подлиннее, как вам хочется. Я набрала цепочку 120 сантиметров. И здесь сейчас закрепляюсь в точку, ровно противоположную той точке, из которой ручка начиналась. Протягиваю ленту и протягиваю в петлю на крючке. Вытягиваю ее полностью. Прячу ее по изнанке. Подхватываю здесь и увожу в глубину изделия. Хочется сказать, что сумочка может служить как лицом, так и изнанкой. Какой узор вам больше нравится? Изделие можно вывернуть. Сумка получилась просто загляденье. Я не смогла пройти мимо тренда накладных бантов. Банты выполнены из той же самой ленты. Можно выбрать ленту на контрасте, тогда изделие будет более ярким. Но в монохроме смотрится очень здорово. На сумочку у меня ушло 2 бобины по 23 метра, 4 сантиметра толщина. Итоговые размеры изделия 13-14 сантиметров ширина, 18 сантиметров глубина, длина плечевого ремня 120 сантиметров. Сумочка очень нарядная и функциональная. Ссылки на все необходимое, как всегда, оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Будет много интересных видео. Всем пока!